Я приветствую всех своих зрителей. Сегодня у нас очень интересный глубинный расклад о том, что же происходит между вами с тем самым человеком, о котором ты думаешь или которого ты не можешь забыть. Мы узнаем все, что происходит между вами, что он думает, что чувствует и вообще для чего все это нужно. Поэтому сейчас я попрошу тебя настроиться, вас настроиться на человека, о котором вы скучаете, о котором ваши мысли, уже карты выпадают. Очень мощный будет расклад, прям сильный-сильный поток. Видимо, кому-то эта информация очень сильно нужна. Вспомните ваше взаимодействие с этим человеком, ощутите его, ощутите, как вам с ним было. И дайте внутренний запрос, узнать в этом раскладе все, что необходимо. Мы увидим все, что там есть. Итак, давайте посмотрим сейчас сначала этого мужчину. Ну да, там прям между вами такая большая любовь, такие большие чувства были. Вот, достаточно влюбчивый молодой человек. Там много-много разных чувств было в ваших взаимоотношениях. Вот, и сейчас он опечален, он прям сильно опечален в своей жизни. Видно, что происходят у него какие-то проблематики. Он ничего не видит, кроме своей печали. Видите, у него здесь разлитые кубки, и сзади него, главное, стоят целые, полные, а он все смотрит на то, что уже ушло, и не может никак смириться. Он никак не может смириться с тем, что между вами произошло. Вот, и что самое главное, у него есть еще дорога к вам, то есть вариация того, что между вами еще что-то возможно, она есть, потому что есть мост. Но если этот мужчина, не посмотрит вот сюда, то, конечно же, к сожалению, мы потеряем, скорее всего, его взор. Вот. Хорошо. Следующая карта — это Солнце. Он притворяется, что все хорошо, что вообще все прекрасно, что с ним все в порядке, скрывает, так скажем, перед всеми свою внутреннюю боль, переживанию по поводу вас. Вот. Ну, вы, конечно, в его жизни это королева жезлов, это 100%, это великолепная женщина, которая умеет действовать, властвовать, которая знает, чего она хочет, да, и она имеет такую внутреннюю силу, энергетику, вот, которая ему прям по душе. И вот давайте посмотрим, что за карта у нас выпала в начале расклада. Это Луна. Но это то, что между вами, конечно, происходит бессознательно, энергетически вы еще связаны, вы друг о друге думаете, друг о друге переживаете. Вот. Ну, сложно обоим в этом находиться. И ему, и вам, потому что есть чувства, прям большие-большие чувства. Каждому из вас хочется друг с другом быть, хочется рядом находиться. Ой, ну прям такая большая любовь. Но прям между вами сейчас все закрыто. Закрыты все пути, все дороги, вы это понимаете и видите, но не можете с этим смириться. Окей, а он как к этому относится? Он относится к этому, к сожалению или к радости, как к возможности, что как будто бы ваша история, она, конечно, прекрасная, она изумительная, но она приносила ему достаточно много разных эмоций. Возможно, где-то он не мог вам доверять, и поэтому для него это также и шанс пойти во что-то новое в этой жизни. Окей, хорошо. А что чувствует он вообще к вам? Да, вот для него королева жезлов, мы это видим. Ой, ну вообще на самом-то деле этот мужчина готов ради вас действовать. У него, конечно, жезл прям горит на вас. Ему прям хочется в вашей жизни присутствовать, что-то для вас делать. А что не делает там? А нет, ну, возможно, он как-то проявляется. Он либо собирается проявиться в вашу жизнь с какими-то дарами и показать, что, слушай, милая, вот я готов. Либо он уже проявляется. Вот тут смотрите, конечно, расклад общий, и у каждого может по-своему это проиграться. Но чувства у него есть. Чувства у него есть, и они все-таки основаны больше на каких-то его ценностях. Это человек все-таки умный, и он думает, а подходит ли она мне, а как она мне. Потому что у нас здесь, видите, пентакли, и масть пентакли, она всегда о том, что чувства зарождены именно на основе каких-то ценностей, на основе того, что ему важно. Вот. Это, тоже на самом деле неплохо. Но, конечно, хотелось бы больше чувств здесь увидеть. Я думаю, что они есть. Просто
Он очень много в голове живет, он очень много переживает за всякие моменты, и поэтому, к сожалению, мы видим, что его даже чувства он больше чувствует из головы, нежели из сердца. Хорошо. А как вам вообще эта ситуация? Давайте посмотрим, как ей вот этой ситуации. Давайте посмотрим. Ну, я вижу, конечно, что вот вы эту ситуацию обсуждаете с кем-то и взвешиваете, надо, она вам не надо, и то все в руки судьбы отдаете и говорите, судьба как будет, так и будет, хорошо, я согласна, то потом пытаетесь как эту проблему решить, с кем-то обсуждаете, либо с подругами, либо с коллегами, может быть, с кем-то еще. Вот, и переживаете, конечно, и уходите как-то внутрь себя, чтобы об этом не думать, но все равно вот в мыслях, вот здесь у нас такая картиночка, в мыслях он у вас есть, хоть вы пытаетесь, так скажем, ровно лечь и не думать о нем, мысли о нем есть, прям для вас это, ну, очень грустно, печально, для вас это как будто бы конец, но чего хочется? Ну, конечно, хочется, чтобы он был рядом, хочется, чтобы как-то все изменилось, хочется хотя бы просто коммуницировать, потому что карта мира навсегда о том, что хочется как-то взаимодействовать, хочется как-то общаться, но не могу сказать, что прям хочется а, какой-то близости. Возможно, вам тоже в этих отношениях было достаточно больно, и вы пока не готовы этого человека подпускать к себе. И здесь, конечно, сложноватый момент, потому что вроде бы вы хотите быть с ним, и он хочет быть с вами, но у него там свои переживания, у вас свои переживания, страхи. В итоге между вами, конечно, творится хаос. И вот сейчас прям почувствуйте, как вам в теле от этого, как ваши ощущения, и вот задайте вопрос, а что мне делать? Давайте посмотрим, что с этим можно вообще сделать. Прям внимательно посмотрим, что же есть с этим делать. Покажите, расскажите. Так, ну, да, сложновато, конечно. Сложный путь, сложная история, очень важная, сильная история в вашей жизни, сильный кармический, конечно, там урок на самом-то деле. Вот, но не могу сказать, что путь сложный будет. Почему? Потому что, во-первых, важно вообще понять, а чего вы в своей жизни хотите, свериться со своими целями. Вот вы сейчас на уровне того, чтобы пойти дальше, вот туда, да, куда-то. Вот давайте покажу поближе. Куда-то пойти, что-то, возможно, новое сделать. Перед вами есть горизонт. Вот, и вот, возможно, посмотреть вообще, чего я хочу, чего на самом деле я хочу, потому что сейчас очень много иллюзий, очень много всяких разных представлений, возможно, с ним или еще о чем-то, как я хочу. Вот нужно это все убрать и честно себе признаться, чего я хочу, потому что внутри прям сильный внутренний конфликт, внутри какая-то борьба происходит, и, скорее всего, этот человек не дает вам дальше жить, точнее, вы себе не даете жить, так как о нем постоянно думаете или переживаете об этих отношениях. Нужно срочно что-то менять, прям срочно нужно что-то менять. Во-первых, необходимо принять какое-то решение, принять решение, прожить эти чувства, дать им волю, дать им проявиться, дать вот этим чувствам всем выйти. Иначе это, конечно, будет мучение. Вот, как только вы проживете все свои чувства, не знаю, просто поплачьте, напишите ему письмо, возможно, которое вы даже не будете отправлять, и прям проживите свои чувства, будет намного легче, выйдете, да, в такое уже более спокойное состояние, победное, ну, какой-то праздник на душе настанет, да, потому что прям отдыха не хватает. Снова эта карта у нас падает, она не просто так падает, она падает, потому что все эти мысли все равно о нем, он вот здесь в стороне где-то есть ваша история. Вот, но все-таки для вас такая значимая большая фигура и все переживания о нем. Вот, поэтому важно все-таки, наверное, сейчас прожить эти чувства. А что конкретно с ним делать? Как-то к нему вообще можно проявиться или может он проявится? Давайте, что собирается он делать, посмотрим. Но он пока проявляться не собирается. Он такой, знаете, я король, я как бы что-то чувствую, но я проявляться пока прям не собираюсь. Ну, как бы у него вот были, видели, пентакли мы вытаскивали, у него были желания проявиться. Видимо, это все в его мыслях и остается, что хочется к ней проявиться, либо он чуть-чуть проявляется, но каких-то серьезных проявлений, которые прям изменят ваши взаимоотношения, здесь нет, потому что все-таки он считает, что вы его обидели, вот, и доверять нельзя. Очень сложные, конечно, взаимоотношения.
Но хотя бы через этот расклад, я думаю, что это прояснится. А вы? Что вам делать? Ну, тут, конечно, прям сложно. Вы-то и делать ничего не можете, потому что вы прям в этих внутренних чувствах, эти чувства прям вас, как будто бы вы свои чувства, свои эмоции, свою боль, вы все это вот за этой гладью, да, спокойным озером, морем прячете, но на самом-то деле вот эта закрытость, поза закрытости, глаза закрыты, ничего не хочу видеть, не хочу ничего слышать, но внутри-то происходит сильная борьба, сильные переживания, вот, что с ним делать? Ну, снова же обдумать, чего вы хотите. На данный момент я не могу сказать, что вам делать конкретно с этим человеком. Проявляться сейчас к нему не нужно. Нужно разобраться в себе. Нужно прям пойти и понять, чего я хочу в своей жизни, какие ресурсы, какие результаты, вообще, чего я желаю в своей жизни. Посмотреть вперед. Снова эта карта выпадает. Смотрите, тройка жезлов. Это не просто так. Вот, и вот если она займется своей жизнью, посмотрит свою жизнь, что будет, давайте посмотрим, вот там карта падает. Окей, к чему карта? Ну, во-первых, вы выйдете из состояния повешенности в своей жизни, в котором вы находитесь, мы уже это видели, да, на разных картах. А во-вторых, все по справедливости решится. Вот все как нужно, так и будет. Все как нужно, так и будет. Все как нужно, так и будет. Прям такая фраза сильно идет. Ну, новые горизонты откроются, новые мечты откроются, и, в принципе, внутри вас какое-то счастье поселится. Поэтому разберитесь со своими ценностями, с тем, чего вы хотите от этой жизни, внимательно посмотрите в это, и тогда все начнет налаживаться в вашей конкретной жизни. Вот, потому что этот человек слишком много занял мыслей, да, в вашей голове, слишком много места в вашей жизни он занимает, и поэтому нужно сейчас переключить фокус на себя, пойти в себя, помочь себе, поддержать себя, и тогда, конечно, будем смотреть после этого, что будет с этим. Вот. Ну, тогда вот ресурсы придут в вашу жизнь, идеи придут в вашу жизнь, какие-то новые блага придут в вашу жизнь, вы сможете заново жить. Наверное, на этом я хотела бы закончить. Этой информации сегодня, я прям чувствую, будет достаточно через поток. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях «принимаю», «благодарю», для того, чтобы принять этот расклад и сделать свой энергообмен. Также подписывайтесь на мои соцсети. С вами была Дарина Юнас. Я надеюсь, этот расклад был вам во благо.